Всем привет! Это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. И я спрашивала совсем недавно, какие у вас есть вопросы о русском языке, о России и так далее, и вообще. И я не ожидала, что будет так много вопросов. И это третья часть. Третья часть, где я отвечаю на ваши вопросы. В первой части я говорила больше про Россию и место России в мире, иммиграцию и так далее. Во второй части я больше говорила про функциональную часть русского языка. И сегодня мы будем больше говорить про теоретическую, грамматическую часть русского языка. Если я не ответила на ваш вопрос, то напишите его в комментариях. Возможно, я просто его потеряла. Но перед тем, как мы начнем, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. И я забыла попросить вас поставить лайк на моих прошлых видео. Поэтому вы можете сделать это, вы можете поставить лайки и на прошлых видео. Мне будет очень приятно, если вы изучаете русский язык и вам нравятся такие видео и другие видео, то можете подписываться на этот канал. Мне будет приятно. Итак, давайте начнем. Я начну сразу с трех вопросов. Первый вопрос от Стюарта. Большинство русских, россиян, кого я встретил, настаивают на том, что у русского языка нет региональных акцентов. Однако я также видел, как они могут определить, откуда человек, потому как этот человек говорит. Вообще есть в реальности региональные акценты в России? Второй вопрос от Read by Candle 7489. Есть ли специальные фразы или слова, какие-то коллокации, которые используются в одних регионах, но не в других? Может быть, это лучше найти учителя из того региона, в который ты планируешь переехать, и бывшие советские республики, советские страны, кто сейчас говорит по-русски, они говорят так же, или это как микс языков? И третий вопрос. Has Aubel 6532. Есть ли разные акценты в русском языке в России? Как, например, калифорнийский или южный акцент в США? Это классные, интересные вопросы, и сейчас я буду много говорить. Русский язык очень стандартизированный. Если мы сравниваем русский язык с английским, в английском языке есть много разных вариантов, не только на уровне произношения, но и на уровне грамматики, на уровне лексики. В разных странах могут использовать разные структуры. Хорошо, понятно. Испания, понятный пример. Португальский язык, французский язык. Есть разница. В русском языке ситуация похожа, но немного другая. Почему? Я начну издалека, но обещаю, это имеет смысл. Во время Советского Союза у людей было очень много проблем. И Советский Союз– это очень несовершенная структура. Там было очень много минусов, но были и плюсы. Какой был, опять-таки, кому как. Кому как. Кто-то может подумать, что это будет минус, но у Советского Союза было много минусов, очень много минусов. В Советском Союзе было трудно жить, но были и плюсы. Какой был плюс? После Советской революции, Октябрьской революции в 1917 году советское правительство начало программу ликбеза, ликвидации безграмотности. Что это значило? Это значило, что, конечно, во время Российской империи в деревнях были школы и появлялись деревенские учителя, но огромное количество жителей Российской империи были безграмотными. Они не умели читать, они не умели писать. Мгм. Ну и логично, если ты живешь в деревне, то, наверное, тебе и не сильно надо. И во время Советского Союза появилась программа вот этой ликвидации безграмотности. Начали открываться школы, учителя появлялись все больше и больше. И одна из особенностей этой программы, этих школ, была в том, что
учителя были не обязательно из этого города, где школа, или из той деревни. А часто учителей отправляли в деревню, учителя приезжали в эту деревню, в этот город, например, м, из Москвы, из других более крупных городов. И так начало происходить м, смягчение, стандартизация разных говоров. Мы говорим в русском языке не акценты, а говоры, разные говоры. Другая особенность Советского Союза в том, что люди часто переезжали, точнее, людей просто отправляли в другие регионы работать. Ты закончил университет, например, ты был врачом, ты закончил университет, и твой университет говорит: молодец, теперь едь, не знаю, на другой конец страны работать. И так, например, мои родители тоже были еще в Советском Союзе, они учились в разных регионах, потом они работали в разных регионах, и это стандартная ситуация в Советском Союзе. И поэтому молодые люди отправляются в армию тоже из разных-разных регионов. И так происходит смешение говоров, смешение акцентов, смешение лексики, потому что все люди просто из разных мест, из разных стран. Важное место было у радио, у телевидения, и там дикторы всегда говорили, у них был специальный тренинг, они говорили а, особым образом. И такой московский акцент, нейтральный акцент, считался нормой. И поэтому региональные акценты считались чем-то, может быть, не очень желанным, чем-то не очень оптимальным, и поэтому люди хотели как-то исправить свой акцент, или они стеснялись своего акцента. И вот такая ситуация. И поэтому сейчас можно сказать, что нет каких-то специфических прямо акцентов говоров, но даже при этой стандартизации языка, даже при всех усилиях и при всем желании невозможно избавиться от каких-то региональных черт, от каких-то региональных особенностей. И поэтому, да, россияне, носители русского языка, считают, что нет каких-то диалектов, потому что если, неважно, если ты приедешь из Калининграда во Владивосток, или если ты приедешь из Урала в какую-то маленькую южную деревню, все друг друга понимают, никаких вопросов не будет, все будут прекрасно общаться, и некоторые люди даже могут не заметить разницы. Но есть особенности произношения у некоторых регионов, и в некоторых регионах эти особенности более заметные, может быть, можно так сказать. Например, есть регионы, в которых больше говорят «о». Классический пример– хорошо. И вы знаете, что традиционно нужно произносить «хорошо» через открытый звук «хорошо», а в каких-то регионах это будет больше «хорошо». Потом на Урале, например, есть такой специфический ритм, например, ну как бы вот да, вот чё, я не знаю, что я только что сказала. И Ижевск, кстати, тоже находится достаточно близко к Уралу, поэтому в Удмуртии тоже есть вот такой вот волнообразный ритм, скажем так. В разных регионах есть свои специфические слова, но их так немного, что если вы туда приедете, то вы их выучите, вы их узнаете просто за одну секунду, и никаких проблем не будет. И нужно ли искать преподавателя из конкретного региона, куда вы планируете ехать? Я думаю, что нет, если честно. Ищите преподавателя, который вам кажется компетентным, который вам нравится как человек. Вы все равно не сможете никого никого убедить, что вы настоящий, не знаю, уралец, если вас зовут Фернандо, например. Вы никого не обманете. Но я уверена, что у вас не будет никаких сложностей. Могут быть сложности, например, если вы поедете в какую-то деревню. Там региональные особенности будут ярче. И там региональные особенности будут прямо
прямо конкретными, вы их можете даже услышать. Но в обычной жизни вы вряд ли заметите большую разницу. Если вам интересно узнать больше про эту тему, то у меня есть вебинар, который называется «Русский язык и другие страны, и другие языки». И там я больше говорю о региональных отличиях, о лексике, каких-то интересных словах. И этот вебинар, кстати, он будет первым вебинаром в моей годовой программе «Год русского языка». Если вы хотите в 2026 году или неважно, в каком году вы смотрите это видео, если вы хотите учить русский язык со мной в спокойном, комфортном темпе, то для вас есть моя программа, я сейчас над ней работаю. По ссылке вы можете прочитать детали. Если вам понравится, то я буду рада вас видеть там. Да, последняя часть вопроса. В других советских странах, которые до сих пор говорят по-русски, это тот же русский язык или это микс из языков? И да, и нет. Конечно, там есть микс языков. Когда я была в Грузии, и если я говорила с кем-то по-русски, если я видела людей, которые говорят по-русски, то я не слышала, ну, это были молодые люди, я не слышала никакой разницы. Это могли быть такие же девчонки из любого города России. Я бы не увидела разницы. Но при этом есть, конечно, какие-то свои особенности. Давайте я поищу какие-нибудь видео или на Ютубе, или в Инстаграме и добавлю в свой телеграм-канал, чтобы можно было сравнить. Я думаю, что это, конечно, интересная вещь, но это не очень практично. Мгм. Следующая часть. Мне нужна помощь с произношением. Например, я не могу слышать разницу между словами мат и мать, угол, уголь, мягкий знак– это мой кошмар. Вопрос от DRC 1247. Так, да, в русском языке у нас есть разница в фонемах, в разных звуках. Согласные могут быть твердыми, могут быть мягкими. Во многих европейских языках, так назову, есть только средний вариант. Например, л, он такой средний, например, в английском языке. Потом, в русском языке это будет или твердый, или мягкий. То есть не что-то посередине. Как можно с этим разобраться? Два варианта. Первый– это через звук-помощник. Для мягких звуков это звук «и». Звук «и» есть практически во всех языках. Это «и». Губы растягиваем, произносим и она появляется, получается такая мягкая. Получается мягкий «и». И этот звук «и» делает согласные мягче. Мгм. Например, лужа и лиса. Какая здесь частая ошибка? Вы знаете, что есть и, он такой мягкий, а л в голове еще твердый или средний. И поэтому получается не лиса, а лиса. Лиса. И вот эта акробатика во рту. Язык пытается делать такую акробатику. Нужно расслабиться и попробовать говорить вот этот момент перехода в мягкий и потом вот этот надо момент понять, поймать. Лиса, лиса, Язык, он идет вверх. Так вот, если мы говорим про угол, уголь, мгм, мы берем этот который потом и потом Мгм. Да, будет очень удобно делать субтитры вообще. Уже представляю, как классно делать субтитры. Так вот, мы берем этот л и добавляем его в угол, уголь, уголь, уголь. Мгм. Просто заменили, знаете, как конструктор Лего. Потом мат и мать. Мгм. Т, например, тихо, тихо и туфли, да? Если опять вы произносите тихо, 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 ну, тогда не говорите, что у вас не получается произносить И, во-вторых, ты, язык вверх, мгм, т, ти, т.
корень языка вверх, у нас получается те, и мы его переносим мат, мать, мат, мать. Примерно так. Примерно так. Больше примеров, больше практики, больше нюансов. У меня есть тоже вебинар про произношение, точнее даже два вебинара, и они будут в этой годовой программе русский язык со мной целый год, поэтому я уже говорила, не буду повторяться. И второй вариант, что можно делать, это найти похожий звук в вашем языке. Это можно сделать с чатом GPT. На Википедии есть достаточно большая таблица, где написаны аналоги русских звуков в английском. И, конечно, третий способ– это физически посмотреть описание, где должен быть язык, но это не всегда помогает, хотя иногда полезно. Итак, следующий. А, Меня сводит с ума, что «ё» часто пишут без точек, как «е». Это крик души от Трагасу. Я понимаю, меня тоже бесит. И когда мы читаем Learn Russian with News, я всегда ставлю эти точки. И что смешное в русском языке, что вы знаете, что очень сложно разобраться с ударением. Ударение не всегда логичное, ударение всегда на новом месте. И у нас есть одно правило, что «ё» всегда ударное, у «ё» всегда ударение, практически всегда. И мы не ставим «ё», мы не пишем «ё». Хоть немножко можно было бы сделать ситуацию проще для бедных иностранцев, которые совершают такой подвиг и учат русский язык. Следующие три вопроса про падежи. А, Саймон спрашивает, как лучше всего изучать падежную систему? Лучше ли сосредоточиться на одном падеже за раз? Если да, то в каком порядке? Следует ли сначала изучать падежи для существительных, затем для прилагательных? Сразу скажу, у меня было и есть видео, пошаговый план, как изучать русский язык в 2025 году. Ничего не изменилось. Информация актуальна в 2026 тоже. Это видео было год назад, и там я говорю, в каком порядке учить падежи. Но, повторю еще раз, именительный, логично. Потом идут винительный или предложный и винительный. После этих первых трех родительный, творительный и потом дательный. Или дательный местоимение, потом творительный, потом дательный существительное. После того, как у вас все в порядке с существительными, можно добавлять множественное число. Но там будет где-то сложно, например, родительный падеж, где-то будет легко, как, например, предложенный падеж, там будет просто. И потом прилагательное. И прилагательные обычно идут вместе с местоимениями, ну, потому что окончания одни. Обычно после того, как у вас уже есть винительный, предложенный и родительный, там уже все. Уже почти все легко, ну, относительно легко, уже не будет таких сложных фундаментальных вопросов. Я всегда рекомендую для грамматики комплекс «Живая речь», и я видела прекрасные результаты у студентов после того, как мы добавили этот комплекс в нашей основной программе, и вообще, ну, все супер. В общем, я советую живую речь для всех. Даже если у вас уровень уже высокий, всегда полезно, знаете, еще раз пройтись, еще раз вспомнить. Следующий вопрос тоже про падежи. Ишизукапонка. Ишузукапонка. Надеюсь, правильно. Когда нужно использовать родительный падеж для объекта вместо винительного? Я хочу воды и я хочу воду. Спасибо за ответ. а, Янис Б. 1061. И он или она написали, что в этом случае родительный падеж у родительного падежа, у него функция разделительного падежа, то есть как часть целого. Мгм. Хочу воды, хочу немного воды. И здесь есть подсказка, потому что со словами много, немного, тысяча,
числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, мы используем родительный падеж, потому что это часть чего-то. Я хочу воды, значит, что я хочу часть чего-то, а это родительный падеж. И потом я хочу воду, это вообще. Кстати, о слове вообще мы говорили в прошлом видео. Здесь нет, не так важно количество, все равно. И вопрос от Ребекки. Ребекка Мика 9156. Почему вы говорите «Боже мой», когда вы удивились? Откуда пришла форма «Боже» и пришла ли она от слова «Бог»? Да, все правильно. И спасибо Тедзуэ, Тедзуэ за ответ. Да, это звательный падеж. Раньше в русском языке был звательный падеж. Он сохранился, звательный падеж есть в некоторых других славянских языках. В польском есть, в чешском, по-моему, в болгарском есть. Хотя, не знаю, чешский есть, нет. В украинском есть. И звательный падеж– это когда вы кого-то зовете. Логично. Привет, Катя. Катя, иди сюда. Вот это звательный падеж. В русском языке сейчас это именительный падеж, или мы немного сокращаем, как Кать, Петь, Миш, без последней гласной. Мгм. Ярослав, иди сюда. Это звательная форма. И в русском языке звательный падеж остался, если я правильно помню, то только в трех словах: Боже, Господи Иисусе. Все христианские ам, обращения, потому что вы обращаетесь: Господи Иисусе, Боже, Боже, пожалуйста, вы зовете. Это звательный падеж, и он так остался. И еще из интересного, это, конечно, не звательный падеж, но интересный факт. Два слова: врач и доктор. Мгм. Это полностью синонимы. Это два синонима, но слово «доктор» можно использовать как обращение. «Доктор, подойдите, пожалуйста». А вот «врач, подойдите, пожалуйста», это почему-то мы так не используем. Я не знаю почему, но доктор– это звательная функция, а врач– это нет, а врач нет. Так, с падежами, кажется, закончили. Если вам интересно узнать больше, как обычно, у меня есть вебинар на эту тему. У меня есть много вебинаров, и все вебинары будут в годовой программе для изучающих русский язык. В этом вебинаре, в одном из, я как раз говорю про русский язык до и после христианства, поэтому я вам обещаю, это не скучно, это на самом деле интересно, это настоящее погружение в историю, в культурный код и, да, и так далее. Итак, Маркос и Абдулла. Крик души. Меня бесят числа и их склонение по падежам. Цифры просто заноза. Числа, цифры и падежи. Я прекрасно вас понимаю. Меня тоже бесит. И школьников, которые изучают русский язык, они тоже бесят. Но что поделать? Что поделать? Такова жизнь. Ира, влияет ли неправильное использование приставочных глаголов на беглость речи? Например, я всегда говорю «резать» вместо «разрезать», но уточняю маленькими кусочками. Слышится ли это естественно для носителей или лучше использовать приставочные формы? Я интересуюсь этим, потому что мне трудно учить приставочные глаголы. Как я уже сказала, здесь абсолютно нормально, никаких вопросов нет. Две ситуации нужно так обдумать. Первое. Часто бесприставочные глаголы– это имперфектив, несовершенный вид глагола. Если это уместно, если это нормально, вопросов нет. Если нужен перфективный контекст, то тогда лучше использовать приставочный глагол. Но у нас русский язык– это не черное и белое. Аспекты, виды глагола– это не черное и белое. И одну и ту же ситуацию можно описать и через перфективные глаголы, и через имперфективные. Поэтому здесь, я думаю, все ок. И второй момент. Могут быть глаголы, где приставка меняет значение. Но тогда нужно использовать просто глагол с правильным значением, и все. И два последних
Меня интересует развитие русского языка, каково было влияние монгольской империи на язык, как русский язык развился из старославянского и так далее. Это огромная тема, и я изучала это в университете просто, а, ну сколько? 5 лет, почти весь университет мы изучали, как трансформировался русский язык, что с ним происходило. И основные части, как я уже сказала, есть в моем вебинаре, который будет в годовой программе. Ссылка в описании. Но чтобы не оставлять совсем без ответа, я скажу так. Татаро-монгольская ига. Этот период отразился в языке во многих финансовых терминах. Казна, таможня, базар, например, ярлык. Подобные финансовые термины, они пришли в русский язык из того периода. И если говорить про старославянский период, ой, там, конечно, главное, что было два параллельных языка: письменный язык и устный язык. И поэтому сейчас современный русский язык — это микс такого старославянского и а, церковнославянского языков, и вот они такие вместе. Мгм. И последний вопрос. Алоизий. Мгм. Привет. Сделайте какой-нибудь материал, видео, который был бы адаптирован для людей из других славянских стран, чьи языки похожи на русский. И также для пожилой аудитории, которая в рамках программ для третьего жизненного периода пенсионеры изучают русский язык. Мы используем русский язык главным образом для прослушивания музыки и новостей в СМИ. Вот как раз эта программа, о которой я говорю, это такая поддержка языка с нюансами. И я думаю, будет интересно. Кстати, что вы думаете про межславянский язык? Мне интересно. Ну что, друзья, слава богу, мне кажется, что мы закончили, и мы с вами встретимся совсем скоро в новых видео. Если я не ответила на ваши вопросы, пожалуйста, напишите в комментариях, и я отвечу. Все, всем спасибо, всем пока.